Здравствуйте. Греческое слово, которое в Библии переводится как «соблазн», в корне означает «споткнуться». Это слово использовали еще древние элладские охотники, как палка, на которую опирается ловушка или крючок с приманкой в западне. Слово «соблазнить», как я понимаю, это быть помехой на пути другого, стать преградой или даже побуждая сойти с этого пути. Наверное, мы часто относимся легкомысленно к соблазнам. Но вот что говорит Господь. Это написано в Евангелии от Матфея, 18 глава. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». И дальше. «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Если нам проникнуться этими словами, я думаю, появился бы такой здоровый страх, который помогал бы нам, хотя бы в простых, понятных ситуациях не быть соблазном для другого. Например, в разговорах братьев и сестер, как, о чем разговаривать, чтобы это было чисто. Или он помогал бы сестрам, например, в выборе длинной юбки, материала и прически. Но в теме соблазнов есть более тонкие моменты. Например, в 14 главе послания к римлянам описана проблема между верующими, и она связана с совестью. Если как-то применять к нам, то суть проблемы в том, что в церкви находятся разные люди. Они по-разному жили, развивались, воспитывались. И у них есть разная история взаимоотношений с совестью. После того, как уверовали, мы тоже разные. По-разному учимся, воспитываемся, у нас у каждого свои отношения с Господом. И у всех разная совесть. Так вот, в церкви совесть одних людей, можно сказать, более качественная, чистая. Она более точно оценивает, более твердо отстаивает свои знания. Такие верующие названы сильными. Они более утвержденные, с внутренней такой большей свободой и властью. А другие немощные. Их легче сбить с толку, потому что их совесть, так скажем, худшего качества. Она путается в определении прав, неправ, в оценке не может быть точной. И поэтому больше ограничивает человека в свободе выбора. То есть ситуация такая, что в одной церкви то, что могут делать одни, другим совесть не позволяет. Это проблема, из-за которой кто-то осуждает другого, другой уничижает. В общем, конфликты, проблемы. Вот что пишет Павел как ответ. 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не поддавать брату случая к преткновению или соблазну». То есть в вопросе совести другого нужно быть очень осторожным. Нужно разуметь совесть, нужно ее учитывать. Я скажу, может быть, банальную вещь, но когда мы заняты тем, чем не должны заниматься, мы в это время не занимаемся тем, чем должны. То есть судить брата – это не наше дело. Это дело Господа. Он оценивает своих рабов, Он учит их, Он наставляет, Он наказывает. И перед Ним они в итоге будут отчитываться. И мы будем отчитываться тоже перед Господом. Поэтому то, чем нам нужно заниматься, это судить, чтобы не быть преткновением и соблазном. Попробуем немного разобраться. Что такое суд? Ведь это целое производство, когда изучаются факты, следственные эксперименты, экспертизы, допрашиваются участники, свидетели, докапывание до мотивов. Это очень сложное исследование. Так вот, нам нужно так перестроить свой разум, и, наверное, это основная мысль сегодня, так перестроить наше мышление, чтобы вот этот процесс углубления, исследования, анализа направить не на оценку поступка брата, чтобы сделать вывод, как-то его поправить в итоге, а на то, чтобы понять брата и уразуметь его совесть, чтобы не разрушить, не погубить, а наоборот помочь идти по этому пути с Господом. «Разумею совесть другого», писал апостол Павел. Это особый образ мышления, и нам бы тоже неплохо его иметь. Как может человек более сильный быть соблазном для слабого, не разумея его совесть? Это известная притча о том, как по дороге шли пожилой монах и молодой послушник. И вот видят девушку, которая стоит возле ручья и боится перейти. Монах подходит к ней, берет на руки, переносит. Попрощались, пошли дальше.
И вот через время этот послушник не выдерживает. Он говорит монаху: как ты мог? Как ты мог докоснуться женщины? Ведь ты же давал обет. Неужели это не грех? На что монах ему ответил: проблема не во мне, а в тебе. Я эту девушку оставил еще возле ручья, а ты ее до сих пор несешь. Ну, такая красивая история о том монахе, который имел такую силу, такую укорененную, утвержденной вере, и слабый послушник с такой немощной совестью, которому еще расти и расти до монаха. Но в нашей теме давайте продолжим эту историю. Вот они поговорили, пошли дальше. Опять девушка, ручей, и уже послушник берет эту девушку и переносит. Что происходит? Если монах в своем действии дал совести этого послушника только смелость, но не дал ему знания, не дал твердого основания, то он послужил соблазном. Потому что послушник сделал это, потому что брат старший так может сделать, почему я не могу? Но он сделал то, что считал неправильным, а все, что не по вере, грех. Или другая ситуация, может быть, более понятна для нас. Вот эти гаджеты современные, смартфоны, планшеты, легкий доступ в интернет. Может быть, лично у вас с этим проблем нет. Вы знаете, когда этим заниматься, по назначению используете. А у брата могут быть проблемы. Может, у него зависимость, может, он часто через это грешит. У него могут расстраиваться отношения с Богом и нарушать его молитву, служение. Если вы каким-то действием, словами, делами побудите его взять эту штуку, этот смартфон и погрузиться в поисках в интернет, то вы можете быть соблазном. Если вы где-то оправдываясь скажете: откуда я знал, что у брата проблемы с этим? Вот об этом мы как раз и говорим, что этим нам нужно заниматься. Так настроить наше мышление, чтобы судить, исследовать, изучать, провести глубокий анализ, чтобы понимать брата, понимать его совесть. Для того, чтобы помогать друг другу идти на небо. Помогать, а не мешать. Не быть камнем преткновения или скалой соблазна. На этом на сегодня все. До свидания.